Привет, это канал Loco Gringos. Мы в Камбодже и будем показывать, как здесь, в Камбодже, отмечают Новый год. Да, сегодня в Камбодже Хмерский Новый год. Это большой праздник для всех местных жителей. Они очень сильно празднуют, веселятся, обливаются водой, кидаются пудрой. В общем, мы все покажем, будет интересно. Loco Gringos! Для начала нужно сказать, что такое Хмерский Новый год. Ведь это не совсем тот Новый год, который мы отмечаем с вами. Это главный национальный праздник в Камбодже, который отмечается ежегодно с 13 по 15 апреля. Он совпадает с окончанием сбора урожая и началом сезона дождей, а празднуют его целых 3 дня подряд. В этом году, согласно буддийскому календарю, наступил 2568 год. Поднимается жесткий ветер. Походу сейчас будет ливень. Флаги на флагштоках просто разрывает. И птицы летают низко. Нам надо вон туда, короче. Видишь, вон там красная вывеска. Или стой. Да. Правый. Сейчас я трубку уберу. Просто сухим выйти из воды не получится. Что там? Все, сейчас дадут мне пушку. Приобрел? Отстреливаться теперь будем? Сейчас. Празднуют тут с размахом и абсолютно все. Как видите, происходит настоящее народное гуляние. Обливаются водой Хмерский Новый год не просто ради веселья. У этого ритуала есть глубокий смысл. Изначально это был символ очищения. Люди поливали друг друга, и особенно старших, ароматной водой, чтобы смыть весь негатив прошлого года, очиститься от плохих поступков и начать Новый год с чистого листа. Позже это превратилось в настоящие народные гуляния, где каждый может стать мишенью, и дети, и взрослые, и особенно туристы. Но в корне этого обычая уважение, очищение и благословение. Так что когда ты ловишь ведро воды в лицо, это считай, что тебе желают добра. Наш штурмовой отряд продвигается вперед. Сухим выйти из воды не получится ни у кого. Давай. Окей, thank you. Не надо. Ты подругу себе нашел, что ли? Да. Снимай. Shoot him. Him. Поможешь африканцу с водой? Так, ну я думаю, нам туда по-любому. Да? В общем, мы мокрые полностью. У нас даже кожа мокрая. Наша кожа промокла. Как говорит один известный человек. Но тут вообще жара, тут никого не щадят. Если вы в Новый год в Хмерский вышли на улицу, все, вы по-любому в пудре и по-любому насквозь в воде.
Так что будьте заранее готовы. Ценные вещи не берите телефон, обязательно в герметичную упаковку. Каждый захочет вас выстрелить, это по-любому. Сухими вы отсюда не выберетесь. Но в целом вообще весело. Мы уже второй год встречаем здесь Хмерский Новый год. Прикольно. Hello. Hello. Вон, смотри, на нас нацелились. Газуем на них. Вот это вот. Вот это вот. Сухим остаться нереально. Патроны кончились. Что делать, Рома? У меня нет патронов! Нам нужны боеприпасы еще! Стой сюда! I want you to try that gun. Shoot that gun. I want to know how it's strong. Yeah. Сейчас. Мне нужно как-то добраться до механа. Вон он стоит.
Стреляй! Стреляет в меня, негодяй! Этот меня просто обстреливал. Фух, я прорвался через этот ад, теперь надо найти всех. До Микона дошел, потом я его опять потерял. Это просто какой-то нескончаемый карнавал, веселья, праздника, игр каких-то. Просто как... Я никогда в жизни такого не видел. Все, я нашел Мишу. Ну что мы вырвали? Мясорубку там с пацаном зарубили. Хуй ты. Кто это стрелял? Я не знаю. Покажи мне пальцем. Я его накажу прямо сейчас. Они кушают. Так, что-то не вижу нашу команду. Остались ли они в живых вообще? Окей, окей, окей. Первые эмоции хочу поделиться с вами. Вы все сейчас видели, как мы шли по этой улице. Просто нереальное количество народу. Так. Меня тут опять хотят обстрелять. В общем. Выйдя оттуда, с этой улицы главной, где сейчас проходило все, получается, веселье. Вся вот эта толпа шла, все стрелялись. Мы сейчас немножко отошли на соседнюю улицу, здесь потише. Потому что там реально очень жестко. Но эмоции нереальные там получаешь. Буря, веселье, всех просто танцуют, стреляют водой в друг друга, обкидывают этой пудры. Я просто наелся уже этой пудры, у меня полный рот, все, уши, все, каждые мои отверстия, они полностью набиты этой пудрой. И hi, happy new year! Все веселятся, все добрые. Вы стреляетесь, тут бегаете. Блин, просто нереальная реально атмосфера. Наступил следующий день, мы едем в парк под названием Skyland, где будет очень также интересное мероприятие, где будут все также обливать друг друга водой. Приготовились, едем. Начались мои каникулы в Камбодже. Я нахожусь на борту самолета Ми-6. Дальнейшую информацию и мое местонахождение скину в телеграм-канал. Дамы и господа, сейчас мы сплавляемся через реку Меконг. Можете наблюдать все эти красоты. Вода сегодня чистенькая. И сегодня мы едем в парк Skyland. Там будет много народу, будет зоопарк, покажу вам животных, может быть какие-то экзотические, не знаю. Сам там ни разу еще не был, первый раз едем. Плюс ко всему будет большое празднование, все снова будут обливаться водой. В общем, будет весело, ждите. Мы только что пересекли на пароме реку Меконг и попали уже из Пномпеня в область. И начинаем свое путешествие в сторону парка.
Празднование идет по всей стране, нигде это не заканчивается. Путь в парк прошел весело, но без особых приключений. Пригород, так же как и центр, отмечал праздник. На обочинах дети, да и взрослые тоже обливали всех, кто проезжал мимо, из всего, чего только можно. Ведра, тазики, ковши, шланги, керхеры. Доехать сухим было практически невозможно. По пути мы наткнулись на небольшой храм, но решили не терять время и без остановок двигаться в сторону нашего назначения. Хочется еще раз отметить жизнерадостность, простоту и открытость местных жителей. В общем, приехали мы в парк. Сейчас погуляем здесь, посмотрим. Всякие интересные вещи вам покажем. А это мой друг. Заяц. А я волк. Сам парк оказался довольно большим и интересным, но, честно говоря, нас ждал небольшой облом. Он был абсолютно пустой. Ни праздника, ни толпы, ни даже намека на тусовку. А ведь, по словам наших друзей, в прошлом году здесь было настоящее веселье. Хотя сама локация все равно нас порадовала. Среди тропических зарослей прятались вольеры с разными животными, а местами попадались забавные тематические скульптуры и инсталляции. Что ты, разбуди его, что? Ну что ж, приехали мы. Застряли, правда, в джунглях на нашем вездеходе. Да, у нас кончилось топливо. Мы в джунглях. Если есть у кого-то сейчас пару галлонов топлива, я скину геолокацию. Будем рады помощи. Да. Наша поддержка, наш товарищ уже устал стоять и ждать. Тут, кстати, еще и динозавры есть. Друзья, напомним, что все места, где мы побывали, мы отмечаем в нашем телеграм-канале. Там же мы выкладываем анонсы новых видео и делимся интересными моментами, которые не попали в выпуск. А если хотите поддержать наш проект и ускорить выход следующих серий, можно подписаться на нас на Boosty. Там, кстати, будут эксклюзивные материалы, которых нет на YouTube. Все ссылочки на экране, а также в описании нашего канала. К слову, не могу не затронуть один момент. В парке было много животных, и пусть за ними вроде как ухаживают, но все же они сидят в вольерах. И у меня двоякое чувство. С одной стороны, прикольно увидеть их вживую, особенно тех, которых не видел никогда раньше. Возможности их встретить в дикой природе особо нет. А с другой, это все равно клетки. Не хочу навязывать свое мнение, просто интересно, как вы к этому относитесь. Оставьте пару слов в комментариях, реально интересно почитать разные точки зрения. У меня был такой. А это что за мохнатая курица, смотри? Как пес. Где? Вот. Это ж пес какой-то на курицу похожий. Его пополам распилили просто. Подожди, дай-ка я его посниму. Прям мохнатый, посмотри. Мама, я родился. Ну что, мы едем обратно. Повеселились от души. Вообще, нереально. Опять кожа мокрая. Кожа мокрая насквозь. Бля, обгони, или тормози. Миссия сбор манго. Зелененькие, правда. Но я думаю, как трофей подойдет.
На обратном пути все-таки мы попали на небольшую вечеринку где-то в пригороде. Местные жители зажигали под музыку, танцевали прямо возле пожарной машины, которую, похоже, пригнали специально, чтобы всех поливать. Жаль, GoPro уже села, а с телефоном лезть под воду я не рискнул. Пару кадров все же получилось снять, делюсь чем есть. После этого мы почти сразу поехали домой. День выдался яркий, насыщенный и немного уставшие, но довольные мы отправились отдыхать перед третьим днем праздника. Loco. Gringos. На третий день решили прогуляться по городу, просто спокойно поснимать, как выглядит праздник днем. Проснулись пораньше, зарядили камеру, плотно позавтракали и выехали. Ничего не предвещало беды. Но, как часто бывает в путешествиях, планы неожиданно поменялись. И началось небольшое приключение, которое мы вряд ли забудем. Ну что, Михаил, что у нас произошло? Поломка, колесо спустило. А сегодня выходной, ничего не работает хорошо. Вот ребята хотя бы подкачают сейчас. Не знаю, будем выкручиваться, поедем куда-нибудь в ремонтную, менять камеру. Еще и задняя сложнее, блин. Там привод. Решили подснять третий день празднования местного Нового года. По итогу пробили колесо. Все закрыто. Мотаемся по разным шинсервисам. Пытаемся решить проблему. В итоге заработали приключения на свою пятую точку. Жара. Влипли мы немного в кукурузу. Ну а с кем не бывает. Наконец-то, спустя, я не знаю, километра 2-3, наверное, мы толкачом ехали. Нашли шинку, единственная, которая работает сегодня в празднике. Надеюсь, дядя сделает по красоте все. Шинка, конечно, такая у него интересная. Но я думаю, он справится. Починили нам наше колесо. Все четко, едем. Да, мы снова на колесах. Ура! Добрались до Риверсайда, дальше дорога перекрыта, идем пешком. С горем пополам доехали, починили байк. Вот, теперь идем в сторону горы тетушки Пном, основательницы Пномпеня, как гласит легенда. Там должно быть тоже интересное мероприятие. Будем посмотреть. В самом центре города стоит тот самый холм, с которого началась история Пномпеня.
По легенде, именно здесь женщина по имени Пень нашла священные статуи Будды и построила храм. Со временем вокруг холма вырос город, который получил имя Пном-Пень – холм госпожи Пень. В обычные дни здесь спокойно, но во время праздника это место становится одной из главных точек притяжения. Люди приходят помолиться, поучаствовать в ритуалах, просто погулять или встретиться с друзьями. Все перемешано: благовония, звон колокольчиков, музыка, вода, смех. Настоящий праздник жизни. Прибыли мы на гору, на холм Ват Пном. Много народу здесь. Ну, в принципе, как и все эти дни, народ веселится. Ну, это прям большое народное гуляние. Все на улице, все стреляются, мочатся. Все, в принципе, то же самое. Чтобы понять весь масштаб гуляний, нужно подняться повыше. И только с высоты холма можно увидеть, сколько народу здесь. И это только одна, наверное, пятая часть всего, что происходит в городе. Какая пятая даже? Может, 5%. И так везде. Ну что, давайте снова окунемся в этот ураган. Все за мной. Опять бежим вниз. В ту самую кучу людей. Мы всегда слышим такое выражение, как народные гуляния, но только во время этого праздника я реально увидел, что такое что можно назвать народными гуляниями. Вы только просто посмотрите. Это вам не день рыбака. Вы такого в России и в странах СНГ никогда не увидите. Просто посмотрите. Нетронутым пройти невозможно, просто это нереалка. Сухим из воды не получится выйти, это 100%. Посмотрите, тут просто дав. Так, что мы? Вот мы уже и беленькие. Стреляют отовсюду мажут детской присыпкой.
Вот такой у нас выдался Хмерский Новый год, шумный, мокрый и полный сюрпризов. Если вам зашло, не забывайте подписываться на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. А еще у нас есть телега, туда мы кидаем локации, фотки, новости и все, что не вышло на видео. Если хотите поддержать проект и увидеть больше эксклюзива, залетайте на Boosty. Это реально помогает нам снимать чаще и круче. Спасибо, что смотрите, дальше будет только интереснее.